Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Что ждет до конца года? Давайте узнаем. События и неожиданности до конца 2025. С чем это будет связано вообще? Что происходит? И что из себя представляют эти неожиданности? Одним словом, к чему быть готовым? И вначале мы с вами достанем три карты, как три знака судьбы. Ох, прям переворачиваются деньги, так и хочется сказать, и еще раз деньги. Ну, конечно, и не только. Это может быть, прежде было поступление денег, или какой-то денежный вопрос вам нужно решить. К этому есть предпосылки, потому что начало, туз пентаклей. Это ваша как новая задумка или получение, кстати, какого-то документа важного, вот который вам открывает, опять же, возможности, причем финансовые. Может быть, у кого-то вопросы, связанные с работой, и либо ваше построение карьеры и какая-то новая должность. Может быть, это вы на что-то решитесь, ведь тут и так может быть. А кто-то ищет работу и будет рассматривать новые варианты. Тут даже если вы ищете работу, тут либо область, которая несколько отлична от прежней, или сферы деятельности, или ну что-то новое, все равно элемент новизны. Тут, собственно говоря, она где-то будет опираться на ваш профессионализм, то есть вы справитесь, но это какой-то новый контекст. Или какая-то новая организация, новый подход. Или в прежней организации. Тут тоже меняется порядок, кстати. Вот это режим какой-то труда и отдыха тоже где-то может меняться. И, может быть, вы рассматриваете как дополнительный источник дохода и по ретро-Урану. А Уран– это ваша планета-управитель. Она сейчас в Тельце. И, скорее всего, это какая-то история, кстати, которая отдаленно напоминает ровно ту, которая была год тому назад. У нас планетарные транзиты очень похожи на декабрь 2024, январь 2025 уже. И поэтому ваши мысли, ваши задумки, мечты, планы, намерения, цели, ну, все что угодно, здесь может возвращать ретро именно, но в каком-то новом контексте. Раньше не было возможности, а теперь вы эту лазеечку какую-то увидите, ну, как вариант. Чтобы не останавливаться надолго, потому что застряну это точно в планетарных транзитах, это целое видео, я вас приглашаю на свой сайт, у меня там 2 статьи. И коридор возможностей одна называется, а вторая называется Херон в Овне. Но там не только о Хероне в Овне на 20, до 27 года это вообще будет транзит, но именно до конца и даже с заходом на январь у нас несколько планетарных транзитов складывают конфигурацию из уже чего-то нам знакомого, но это нужно переложить на какую-то новую возможность или альтернативу. Вот перейдите, прочитайте, ссылка в описании под видео. Мы идем дальше. Первый знак судьбы для вас, мои дорогие водолеи. Что нам хотят сказать карты, какие как подсказки передать? Что случится, что там произойдет? Ну, тут скорее прояснится, может быть. И в тон нашему раскладу давайте достанем три карты первые, да? Но первая будет карта называться «Что или кто вас удивит?». Вторая. Кто или что появится неожиданно? Мы тут сами можем что-то передумать. И к чему это все идет? Зачем все это было нужно? По основным сферам жизни. Что ждет? Сфера личной жизни, любви и взаимоотношений в целом. Что ждет в финансах? И что ждет сфера ваших достижений? Итак, что же тут? Ну вот правда, тут какая-то знакомая история. По двойке жезлов это как будто мы путешествовали от одного жезла к другому. Ничего не менялось. Может быть, какая-то ситуация застоя, но не совсем. В этой колоде карт как будто человек знает, что он ждет. Здесь вот есть как бы на горизонте уже корабли, один из символов Меркурия. Есть такой момент, когда мы от чего-то отказались, кстати, если вот мы берем именно эту карту, потому что у нас как будто корабли уходят уже из гавани, да, хотя один напоминает, что он может и как раз в нашу сторону идти, но тем не менее вот какая-то такая состояние или ситуация зыбкая, непонятная, вибрирующая между прошлым и будущим. Нам нужно на что-то решиться.
но не прямо с низкого старта. Мы только не успели подумать и уже к чему-то приступаем. Нет, тут додумать что-то нужно. Вот такой знак судьбы. Может быть, найти достоверную информацию, дополнительную информацию, просчитать какой-то свой дальнейший путь. Здесь нужно быть и готовым к неожиданностям, как будто идти вперед придется. Но нужно обязательно что-то проанализировать, от чего-то как будто оттолкнуться. Ну вот, наверное, как раз пусть у вас 2 жезла, а потом еще один, да, и тройка жезлов, есть карта, понятно, отдельная, и всегда тройка – это карта будущего. Вот смотрите, у вас получается интересная конфигурация до конца года. Плюс-минус тут у каждого свои сроки. Все то, что я сказала по двойке, нужно как-то обдумать, проанализировать. Мои дорогие водолеи, интеллект – это про вас. Вот стало быть сила вашей мысли. Где-то разграничивает ту или тот период, который был до этого времени, по тузу жезлов всегда так, и то, что будет потом. С одной стороны, по тузу жезлов это может быть даже конкретно информация, предложение, новость. Может быть новость, которую вы услышите в средствах массовой информации. Это может быть вариант решить свой вопрос, причем и вариант альтернативный, то, чего вы не ожидали. То, что не вписывается в ваши планы. Будьте к этому внимательны. Потому что буквально рука сквозь облака нам подает жезл, как будто указывает куда-то путь-дорогу. А до этого было какое-то топтание на месте. И здесь будет, видимо, аналитика состоять в том, решимся мы на это или нет в конечном итоге. Точно надолго мы задержаться не должны. Ну, наверное, надолго где-то и не про вас. Но, с другой стороны, мы не должны вот именно исходить из того, как наше предубеждение. Потому что явно тут будет что-то меняться. Я имею в виду обстановку вокруг вас. И, может быть, нужно будет вам куда-то поехать, отправиться, чтобы найти достоверную информацию, прояснить. Может быть, и не отправляться, а методом, да, поиска онлайн, будем говорить, или проведения каких-то важных переговоров, договоров, предварительных, да, но это все равно карта нам как бы настраивает нас уже на будущее. И если, кстати, прошлого карты нет, а двойка – это именно вот тот момент, когда мы, как я сказала, топчемся на месте. Уже какая-то знакомая ситуация, мы ее пытались решить. Кстати, для кого-то из вас может быть сожаление, что вы от чего-то отказались. Тогда вы будете искать альтернативный вариант. Давайте третью подсказку. Да точно, вам тут нужно из какого-то стопора выйти, да? Может быть, вот эта самая ошибка, правда, была какая-то ситуация, история, когда вы, ну, основывались на ваших представлениях о ком-то или о чем-то. И вы могли сказать кому-то нет, а кому-то да. И в итоге прошло небольшое количество времени, и вы понимаете, это была ошибка. И теперь нужно из этой патовой ситуации как-то вырулить. У кого-то ситуация с работой, когда вы, ну, буквально, может быть, сложная была атмосфера на работе, и вы такой, знаете, с низкого старта, может быть, хлопнув дверью, ушли, да, а потом начали думать, что не, как-то погорячилось, ну или что-то подобное. Пусть у кого-то это касается в отношениях. Или вам нужно оформить документ, вам предложили одним образом это сделать, а вы посчитали, что нет, так неправильно, я пойду другим путем. А потом тоже, оглядываясь назад, мы, ну, где-то можем сожалеть, что попали в какую-то двойственную ситуацию. Но точно так же не обязательно это ошибка со словом «нет», да, когда вы отказались. Вы точно так же могли на что-то согласиться. Ну, давайте так, будем откровенными. А потом какое-то время спустя мы понимаем, да елки-палки, вот зачем мне это было нужно? Ну, вот что-то такое. Ну, на то мы и люди, мы все 100 раз ошиблись, еще раз 150, наверное, ошибемся. Самое главное делать выводы и идти дальше. Аркан повешенного. Как будто тупик. Либо направо, либо налево. И прежние методы не работают. Тут нужно что-то прояснить. Но так мы, если говорим уже более предметно, все-таки старший аркан больше о событиях, которые на вас влияют, именно обстоятельства. Может быть, и в событиях, в обстоятельствах вы чувствуете себя
несколько скованным. Вот я не могу что-то осуществить. Или словно я не могу что-то переделать. Ведь аркан повешенный– это когда человек себя специально как будто подвесил или перевернул, чтобы увидеть что-то с другого ракурса. Вот мы говорим альтернативу. Карта сразу дает подсказку, что тебе нужно подступить где-то не так, как прежде. Сделать так, как ты сам, может быть, даже от себя не ожидаешь. Или вот как раз рассмотреть тот вариант, который ты прежде либо отказался от него, либо наоборот, ты тут кому-то сказал «нет», да, а в этом было рациональное зерно. То есть от обратного как будто нужно подумать и действовать, и тогда человек наш не вниз головой, что неудобно, а уже как будто танцует, понимаете? Ведь, по сути дела, нас ничто не сдерживает. Мы сами себя именно где-то сдерживаем. Но если уж продолжать эту тему, то у кого-то это может быть зависимое отношение. Почему нет? У кого-то может быть ситуация на работе вот такая зависимая. И как будто из этого лабиринта пора выбираться. Потому что как минимум неудобно или надоело. Кто или что вас удивит? Выбор. Выбор, который вас, опять же, вторая двойка, немножко как бы отбрасывает назад. Ну, ретро-уран– это как раз об этом, про назад, да? И это значит, что не все еще точки над «и» мы расставили в прошлом. И вы знаете, это нас действительно держит. Если у нас остались нерешенные темы и вопросы, мы не сможем двигаться дальше. Это будет только иллюзия, что я иду вперед. Но вот эта обратка, она рано или поздно прилетит. И это значит, что пусть пройдя очень короткий путь, нам будет казаться, что мы что-то начали заново, а прилетит какая-то весточка из прошлого или какой-то привет из прошлого, и нас это опять отбросит назад. Вот этого быть не должно. Поэтому тут какой-то выбор вас заново как будто может удивить. Хочу достать дополнительную карту. Сомнения. Карта искаженного восприятия, девятка мечей. Это глубокая философия на мелком месте. Она мне об этом. Интуиция, мои дорогие. Тут ведь где-то интеллект. Что это такое? Или что такое интуиция? Это как раз тандем интеллекта и опыта. Опыта, когда мы оставляем ситуацию и до бесконечности тут ничто не анализируем, а просто вот сложилась ситуация. И найти, откуда ноги растут. Не через то, что «а это вот кто-то там сказал» или «кто-то так поступил». Ну и наперед еще многие нам что-то скажут или как-то поступят непонятным образом. Ну вот наша-то какая стратегия, тактика? Тут нужно что-то перестроить, потому что явно есть ну, какая-то помеха, которая вам мешает или помешала прежде, помешает и в последующем. И вам как будто нужно, понимаете, побороть внутренние страхи, вот обратите внимание, и стать магом и волшебником. Маг и волшебник– великий практик. Вот именно практик, тут не про магию. Но он просто понимает, от того, как я взаимодействую с людьми, от этого будет зависеть реализация моих задумок, моей мечты, моей цели. Он ставит перед собой цель, пусть это как что-то далекое. Но значит, он готов двигаться к этой цели. Пусть мы сразу реваншем это не возьмем, ну и не надо. Добрые дела наспех не делаются. Но ведь маг– это холодная голова. Это рациональные мысли. Это умение, кстати, пользоваться интеллектом, а опыт оставить как ситуацию. Без эмоций. Вообще не должно быть никаких эмоций. Они вас, мои дорогие водолеи, ну, хочется сказать, заведут, куда Макар гусей не гонял. Зачем им это нужно? Явно тут есть какой-то эмоциональный фон, который при принятии решений вам мешает. И вот как только вы это понимаете, вас удивляет то, что проблема может быть решена намного проще. Правда, вам нужно стать магом и волшебником. Я бы даже сказала необходимо, потому что удивит? Тут, вы знаете, какие-то люди могут откликнуться как и по работе, как и, может быть, иные какие-то контакты для решения вопросов. Вы тоже сталкиваетесь с такими магами-волшебниками. Вся наша жизнь, если так беспристрастно смотреть, либо мы манипулируем, либо нами манипулируют. Это называется взаимодействие и психология, мои дорогие. Поэтому вот вам нужно так очень холодно, рационально обдумать вот ту именно ситуацию, в которой вы сейчас оказались. Нам
говорят именно о какой-то либо паузе, либо то, что вас не устраивает. Пусть это не пауза. Но тогда вас самих именно не устраивает, если это будет продолжаться. Если ни у кого что-то подобное не резонирует, ну, просто, видимо, расклад не ваш. Это ведь общий расклад. И хоть объединяет один знак зодиака, но мы все же все разные. И вполне вероятно, вы каким-то своим путем идете проторенным, да? Ну, а для кого-то это именно подсказка, что не тяни с собой прошлое в будущее. Это патовая ситуация. Здесь нужно что-то переиграть. Поэтому удивить вас собственное решение. Подход новый может. Кто или что появится неожиданно. Ух ты, у кого-то может и личная история касаться. Мы знаем, карта маг больше это мужской силы карта, да, всегда маг мужчина. А вот эта карта силы это карта женской силы. Двое сильных людей, которые не могут договориться. Тут тоже может быть так. Это может быть заинтересованность. Ваша в одном человеке, а человека в вас. И это может где-то свидетельствовать на уровне личных отношений. Как есть связь, есть то, что не устраивает, есть что подзастряло, но жалко терять. Слишком много пройдено дорог, либо есть какая-то ваша заинтересованность. Но тогда и человека заинтересованность в вас тут тоже имеется. Тут как и что или кто удивит, так и кто и что появится неожиданно. Но, безусловно, возможности. То, что интересно вам, будет интересно кому-то другому. Если вы заинтересованы как будто, да, вот в отношениях, по крайней мере, на интересе тут можно, тут тогда не о любви все-таки будет идти речь, а на интересе или пусть в каком-то пункте человеку это будет выгодно, ну тогда взаимодействие. Но ведь в двух картах энергетика как у мага. Значит, дипломатия от того, как мы договоримся, будут зависеть какие-то очень важные вехи в вашей жизни, буквально, когда жизнь делится на период до и после. А к чему это все идет? Ну, так тяжеловато будет. Тяжеловато отойти от прежнего шаблона. И карта немногословия, точнее, две карты. От вас, мои дорогие, никто не должен чувствовать агрессии. Ведь прообраз льва– это наше эго. Мы его тут тоже немного причесываем. И лев, в принципе, подчиняется деве только лишь потому, что он не чувствует агрессии. Вот начните вы настаивать, да, или так с напором проводить какие-то беседы, важные согласования, и все это словно уперлось, да, в стену будет. Вот правда. Тут вам нужно быть гибче, мои дорогие. Где-то двойка мечей ведь тоже об этом. Чувствовать нужно собеседника, вот как этот маг. Он вовремя улавливает энергия, которая как будто вокруг, да, то, что чувствуется, но незримо. Вот ваша задача. Какую-то тему вам нужно решать и, может быть, больше распределить, рациональнее распределить свое время. Потому что по десятке жезлов мы можем включиться в массу каких-то вопросов и будем думать, что это для нас создает какой-то, ну, может быть, ореол уверенности или нам кто-то за это будет благодарен. Да вот нет. Тут нужно выбрать, как будто вот 10 метел, да, нужно оставить одну, а остальные 9 это те вопросы, которые нужно делегировать. Пусть ими занимается тот, кому это положено. Потому что себя, ну, как обесточить, потому как много сил будет потрачено и без толку. А есть вот одно, как минимум, что требует вашего внимания. Карта будет говорить, конечно, о том, что сил у вас хватит. Но какой-то темой и ее одним махом не решить, мои дорогие. К чему все идет? Здесь, знаете, наверное, как в спорте. Придется так это добавить второго дыхания в конце или рассчитывать на какую-то более продолжительную дистанцию. Ну, как минимум, ретро-уран у нас в знаке зодиака Телец, именно ретро до 4 февраля, а с 4 февраля и до 26 апреля Уран в Тельце, но уже в прямом, директном направлении. Может быть, где-то с 5 февраля будет обстановка более проясняться, поэтому берите дистанцию не совсем
до конца года, а что-то вам придется продолжить. Или вот этот выход из неудобного какого-то положения вам придется осуществлять тоже не так быстро. И тогда карта десятка жезлов будет говорить: ты должен, Водолей, рассчитывать на более длительную дистанцию, соответственно, рассчитать свои силы. Личная жизнь. Ну вот правда, снова нам говорят, что есть явно либо конфликт, либо недопонимание, либо глубокое разочарование в каком-то человеке. А может быть, тем не менее, патовая ситуация, когда вы не можете от этого отказаться. Или что-то должно быть продолжено, вопреки всему. Тому, что вы себе представляли. Или то, что, в чем вы были даже уверены. Но нужно выходить из этого неудобного положения. И нам пятерка кубков ведь о чем? 3 кубка, да, пролитых, а 2 еще стоят полными. Может быть, это как нашла коса на камень. Это что-то не совсем значительное, потому что пятерка кубков – это мелкая карта. Тут недостаток взаимопонимания в первую очередь. Нового уровня карта. И вот тройка пентаклей – это мы когда, ну, жизненные уроки проходим, сдача экзамена. У кого-то личная жизнь может как раз обозначать, пусть это даже не любовная история, а когда вот связанная с работой, и вы ищете новую работу, может быть, уже какие-то вехи вы прошли в своей профессии, вам хочется построить карьеру, а для кого-то это вторичный доход, или вообще вам хочется изменить вид деятельности, тогда это карта обучения. Тогда буквально нужен будет какой-то сертификат, и хоть и на личную жизнь выпадает, но имеется в виду ваша личность. Вы или кто-то из вас будет именно занят обучением. Может быть, обучением даже на дому, почему нет? Или обустраивать рабочее место на дому, которое будет связано, ну, где-то с новой работой, с новым видом деятельности. По этой карте мы перестраиваем свою жизнь на новый лад или что-то изучаем. И, несомненно, те усилия, которые мы приложим, не пройдут даром. Мы тогда в последующем даже знания применим на практике, и они будут означать какой-то приток больший в плане материальных ресурсов, или тогда вашу ресурсность вы как будто сумеете продать дороже, больше получить за свою работу. Тут явно есть интерес финансовый, мои дорогие, или просто для кого-то из вас финансовые вопросы, как и вторичный заработок, может быть, или вторичный доход, или смена работы. Вот мне так кажется, что для многих из вас есть какая-то тема именно по финансам, когда вам не хочется как прежде. Потому как по тройке пентаклей это мы действительно идем вперед. Всегда тройка – это карта будущего. Но прежде чем мы запрыгнем, это уже будущее, нам нужно что-то узнать. Как, ну, знание – это сила, вот, наверное. Хотя с чем тут может быть связано? И вот смотрите, 2 пятерки. Пятерка мечей, ведь это карта конфликта, первая победа. И ведь правда у кого-то проиграется, что именно через взаимоотношения. Ну пусть для кого-то это личная история, для кого-то это какой-то грандиозный, может быть, я допускаю даже конфликт на работе, может быть и так. Потому что не нашли взаимопонимания, ну категорически разошлись, как у моря корабли, буквально так. И никто никому ничего не доказал. И вот вы можете, тем не менее, вот эту ситуацию изменить. Но это будет зависеть от того, как вы договоритесь. Вот эти 2 пятерки, 2 мелкие карты, причем одна разочарование и отсутствие взаимопонимания, а вторая карта конфликта. Тут явно какая-то может вас беспокоить тема, которая тянулась слишком долго. И потом у нас словно либо заканчивается терпение с вашей стороны, или, мои дорогие, закончилось терпение, или не устраивает вашего работодателя с другой стороны. Как будто эта история не желает продолжаться дальше со стороны других людей. То есть тут двояко. С одной стороны, у кого-то это вы не хотите продолжать или не можете, а с другой стороны и обратно, это оппонент, как бы, он тоже не желает продолжать все в том же духе или в том же формате. Поэтому тройка пентаклей, она дает возможности, но от этого потребуется, от вас, точнее, потребуется
какие-то очень взвешенные шаги. Финансы. По финансам тут какие-то добрые вести, паж кубков. Может быть, это и поддержка близких. Но для кого-то это и вторичный все же доход, потому что паж– это начало начал. Это могут быть начальные шаги в новом виде деятельности, да, или это вас может какой-то новый проект заинтересовать, и вы, ну, где-то увидите. Может быть, если вы уже сделали первые шаги, тогда вы будете видеть, что у вас это получается. Но нельзя быть незрелым. Идет перезагрузка и по части финансов, видимо, тоже. Вторая тройка, карта будущего. И тут, правда, и тема финансов, и вашей личности или личной жизни, но и все-таки тема работы. Мои дорогие водолеи, тут у вас, похоже, все сферы жизни, ну, как сплелись в один клубок, может быть, даже так. Значит, нужно найти вот этот, как нить Ариадны, да, вот эту тоненькую ниточку, за которую можно потянуть так, чтобы клубок противоречия раскрутился. Потому что, ну, мы уже много с вами сказали, что вам себя-то тут перестраивать тоже придется. Иначе на лад дело не пойдет. Но и это же говорит о том, что получится сделать, если мы четко, понятно для нас становится, откуда ноги растут у того или иного конфликта, к примеру, да? Про основы чего-то. То есть это с чем мы столкнулись прежде, чего мы проморгали или в чем мы допустили ошибку. Ну вот почему-то так. Вам нужно как-то красиво, элегантно переделать. И главное, посмотрите, какие две мощные, я бы сказала, карты по возможностям. И тройка пентаклей– это в реальной жизни. Возможность есть. Но вот этот альтернативный метод. А может быть, себя настроить вот на это будущее. Мне так и хочется сказать, подумайте, чего вы терять точно не хотите. Может быть, это человек, может быть, это работа. И в зависимости от того, как строились ваши взаимоотношения, будь то работа, будь то человек, вам нужно что-то переделать. Причем поступить так, как от вас никто не ждет. Но это не имеется в виду какая-то такая жесткая манипуляция. Нет. Тут надо действовать как-то элегантно. На ваши достижения давайте. Ну, тут надо сказать, что сам по себе период такой не про прогресс. Тут именно пока выйти из, ну, как застоя нужно, правда? Или из подвешенного состояния. Тут нужно решить именно прежние какие-то вопросы. И тогда, словно все плоды, упадут к вашим ногам. Какую-то ситуацию нужно стабилизировать, мои дорогие. И прежде чем мы что-то стабилизируем, ну, наверное, на лад дело, правда, не пойдет. Тут из себя перестроить приходится по тузу жезлов, да, с чем-то определиться. И, может быть, это время такое, как трансформация. Сложно мне это трактовать, мои дорогие. Перекладывайте карты, потому что с учетом старших вот этих двух арканов и аркана повешенный, и плюс вот все остальные мелкие карты, которые вам выпали, тут каждый решает какую-то свою злободневную тему, причем очень хорошо знакомую. И в разных областях жизни. У кого-то личная жизнь, у кого-то работа, а у кого-то вообще все тут переплелось. И вы можете вот так и действительно топтаться на месте, потому что непонятно, к чему подступиться. А для кого-то это может вообще не совпасть, поэтому будем реалистами. Перекладывайте на себя. Буду благодарна вашим комментариям. Что выпало, то выпало. Ресурсы есть. А вот кто, как из вас, ими распорядится, тут уже зависит от каждого в отдельности. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.